Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Посмотрите, мы заселили практически все наши новые ячейки отличными моторами и коробками для вас. Помните, у нас есть быстрая доставочка. И прямо сейчас мы разберем для кого-то очень долгожданный мотор от Citroën EW7J4. Встречаем! Бензиновые рядные четверки EW появились на автомобилях Peugeot и Citroën в 1998 году и пришли на смену более старым XU. Данные двигатели предельно просты. В семействе насчитывается всего 3 варианта рабочего объема. Первый 1749 кубических сантиметров. В народе известен как 1.7 либо 1.8. Далее 2.0 и 2.2. Отметим, что у 2-литрового есть версия с турбонаддувом, которая развивает 177 лошадиных сил. Также отметим, что с 2004 года некоторые модификации двигателя 1.7 и 2.0 начали оснащаться фазовращателями на впускных распредвалах. Сегодня мы разберем младший двигатель объемом 1.7, снятый с Citroën Xsara Picasso 2004 года. Также с 2000 года данные двигатели ставили на Xsara и Citroën C5. Естественно, они достались Peugeot 406 и Peugeot 407. Французские двигатели EW надежные и хлопот дорогих своим владельцам не доставляют. Сегодня мы расскажем о слабых местах и эксплуатационных особенностях, которые должен знать каждый владелец. Датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе EW не особо надежен. Выходит из строя раз в пару лет. Если выходит из строя, то стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не поднимается. Также в разъеме датчика иногда может появиться охлаждающая жидкость, которая капиллярным путем добирается до блока управления, что может привести к замыканию. Он настолько крут, что перебирает двигатель на парковке, когда супруга ходит в гипермаркет за покупками. Итак, встречаем Николай. И мы начинаем нашу разборочку. На двигателях EW7 встречается два вида дроссельных заслонок. То есть одна, как в нашем случае, на более поздних двигателях с электронным сервоприводом и алюминиевым корпусом. И на более ранних версиях двигателя пластиковая дроссельная заслонка с тросовым приводом. Никаких проблем они обычно не вызывают. Но на вот этих пластиковых старых дроссельных заслонках встречаются случаи разбалтывания фишки датчика положения заслонки. Тогда холостые обороты плавают, либо же завышены. Разумеется, в старой дроссельной заслонке присутствует регулятор холостого хода. Он представляет из себя шток, перемещаемый шаговым электромотором. Как правило, чистка заслонки нужна из-за подклинивания вот этого штока. Чтобы почистить регулятор, его надо снять с дроссельной заслонки. По корпусам дроссельных заслонок могут возникнуть подсосы воздуха через датчики температур. Обычно это происходит по мере нагрева корпусов заслонок. Датчики температур также могут загрязняться парами масла и давать неверные данные. При этом двигатель троит на холодную, но ровно работает при нагреве. Очистка датчика абсолютного давления, расположенного на впускном коллекторе, может помочь, когда отклики на газ стали вялыми. А вообще, наличие масляной шубы на данном датчике говорит о том, что слишком много паров масла из вентиляции картера попадает во впуск. И еще пару мест, через которые возникают подсосы воздуха. Это трубка системы вентиляции картерных газов и уплотнительные кольца форсунок. Форсунки на двигателях EW7 очень надежные и ходят 200 тысяч километров. Если двигатель начал троить и теряет в мощности, то следует проверить именно форсунки, если к системе зажигания нет никаких нареканий. Форсунки очень хорошо диагностируются. Раньше форсунки новые были очень дорогие, но сейчас хватает заменителей от Bosch либо Valeo. Конечно же, вы можете купить отличные БУ форсунки для данного двигателя в «АвтоСтронге».
И вот те самые колечки, из-за которых во впускной коллектор просачивается неучтенный воздух. В мороз они дубеют, пропускают воздух, и это может вызвать пропуски зажигания. На двигателе, который мы разбираем, не оказалось катушки зажигания. Но так как мы знаем, что в автостронге есть все, на нашем складе мы, естественно, нашли подходящую катушку. Катушки на двигателе EW7 очень надежные. Но при появлении пропусков зажигания стоит проверить контакты. Быть может, на них появились окислы. При пропусках зажигания появляются кратковременные провалы при разгоне, а также холостые обороты могут плавать. Вообще, проверить катушку перед заменой можно следующим способом. Надо измерить сопротивление первичной и вторичной обмотки и сравнить с номиналом. Для первичной обмотки номинал 0,4-0,8 Ома. Измерили первичную обмотку 0,7 Ома, минус 0,2 Ома сопротивление проводов, итого 0,5 Ом. Теперь проверяем вторичную обмотку. Номинал 13-19 килоом. Так, первая, четвертая 19, вторая, третья 19,01, то есть по верхней границе, в пределах нормы. На автомобилях Peugeot и Citroën может возникнуть другая проблема – отсутствие напряжения на блоке катушек. При этом происходят пропуски зажигания и соответствующие ошибки, которые указывают на неисправность блока катушек. Но при замене на другой блок катушек эта проблема не решается, потому что всему виной реле, к которому подключены и блок катушек, и бензонасос. Обычно в данном случае двигатель не заводится. Для устранения данной проблемы надо выпаивать неисправное реле из блока предохранителей под капотом и впаивать исправное реле. А вот этот блок катушек ждет вас в автостронге. Напомним, что на двигателях EW без фазовращателей присутствует клапан EGR. Также напомним, что на бензиновых двигателях клапан EGR работает при средних нагрузках. Обороты 1500-3500 и также на холостом ходу. Данный клапан оборудован сервоприводом и обратной связью. Следовательно, при нарушении подвижности штока клапана фиксируются ошибки. Клапан легко снимается и чистится, но не стоит снимать фишку с клапана, потому что будут фиксироваться ошибки. А лучше снять перед чисткой клемму с аккумулятора. Многие владельцы глушат этот клапан, ставив заглушку на подачу отработавших газов. Также клапан можно отшить, залив ВБУ прошивку с Евро-2. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который по регламенту надо менять каждые 90 тысяч километров. Но если используете не оригинал, естественно, лучше поменять каждые 60 тысяч километров. Особенность. Здесь на впускном распредвале используется демпферный шкив. Служит он достаточно долго. Вот этот, например, 2004 года. У двигателя EW7 две пластиковые клапанные крышки, посажены на мудреные прокладки. Дело в том, что эти прокладки были большой головной болью владельцев Peugeot Citroën с данным мотором. Прокладки давали течь маслом, но заменить их было не на что, потому что по оригиналу крышки вот эти идут с прокладками и стоили немалых денег. Поэтому владельцы экономили и сажали эти крышки на гермет. Но сейчас прокладки существуют отдельно по оригиналу и есть неплохие заменители. В задней клапанной крышке находится лабиринт системы вентиляции картерных газов, а вот здесь находится мембранный клапан. Так вот, если повреждается мембрана в клапане, то тогда впускной коллектор, то есть внутренняя его часть, покрывается масляным налетом. Также масляным налетом покрывается датчик абсолютного давления и дроссельная заслонка. Это происходит из-за того, что когда мембрана разрывается, то двигатель неконтролируемо всасывает пары масла и газы. Лабиринт системы вентиляции картерных газов известен тем, что может забиться сгустками масла. Также может забиться и отводящая трубка. При этом давление в картере вырастет и масло может выдавить через шуб. Зимой в лабиринте и трубке может замерзнуть смесь конденсата и масла. Это известная проблема двигателя EW7. В данном случае, если двигатель не выплюнул все масло, может помочь отмачивание трубки и лабиринта в растворителе, либо же бензине.
Ну и по состоянию здесь все зашибись. Светлый лаковый налет и износа на кулачках мы не наблюдаем. Двигатель 1.7 EW7J4 не имеет проблему с ГБЦ, в отличие от его родственника 2-литрового EW10. Проблема была признана производителем и связана с некорректным размером гидрокомпенсаторов. При этом наблюдались пропуски сжигания, на холодную двигатель сильно трясло и даже были слышны хлопки. Эти симптомы исчезали по мере прогрева двигателя. Производитель посоветовал менять гидрокомпенсаторы с двигателя 1.7 и устанавливать их на 2-литровый. Отметим, что клапаны на двигателе 1.7 тоже могут неплотно закрываться с теми же симптомами, но это связано больше с эксплуатацией двигателя на некачественном бензине, когда на клапанах появляется нагар. Мы не можем сказать, что данная ГБЦ в хорошем состоянии, потому что здесь мы видим нагар, и видно, что некоторые маслосъемные колпачки уже дали течь. Блок в данном двигателе алюминиевый, открытая рубашка охлаждения, чугунные гильзы. По состоянию в 3 цилиндрах хон хороший, а в первом, точнее в 4-м по нумерации французов, хон лысый. Но по жизни это не так уж и плохо. Коленвал опирается вот на такую бугельную плиту. Здесь находятся коренные вкладыши. На каждом коренном вкладыше мы видим равномерный износ. Масло теряло свои свойства. А теперь немного о поршнях. Поршни имеют Т-образный профиль с удлиненными юбками. Здесь есть отверстие для отвода масла. Также есть сквозные отверстия для отвода масла. И есть маслофорсунки в шатунах. По состоянию графитовое напыление потерто. И уже есть износ шатунных вкладышей. Также, если мы посмотрим на маслосъемное кольцо, оно закоксовано, но все кольца, что маслосъемное и компрессионные, все подвижны. Ну и по состоянию коленвала можно сказать, что визуально он неплох. Нет ни потертости, ни задиров. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали действительно механически надежный французский двигатель. С удовольствием включим его, если будем снимать топ-10 французских моторов. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг».